Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из одной деревушки, которая находится на севере провинции Гуандун, и делают здесь такой замечательный чай, который называется чао-ча, или жареный чай. Да, дословный перевод — жареный чай. Технология тоже насчитывает несколько веков, и мы уже, в принципе, были в одной из таких деревень этой весной, но сейчас мы приехали в еще одну деревню, где технология еще более традиционная, потому что здесь делают так называемые сильные прожарки, то есть высокого огня, все как мы любим, улун. Причем улун здесь выращивают тоже огромное количество сортов, более 40 самых разных. Есть среди них и фошоу, и басянь, и шуйсянь, и самые разные другие, действительно много сортов, которые здесь обрабатываются полностью только по технологии чао-ча. Сама по себе технология достаточно интересна. В принципе, если упростить и описать ее кратко, то выглядит это так. После сбора чай подвяливают, то есть он просто лежит свежий лист, называется это шайтинь. Его обжаривают примерно минут 10-15, потом его сминают, потом его жарят, причем жарят уже после этого достаточно долго, около 10 часов. Как говорится, сейчас здесь происходит вот эта самая стадия, потому что сейчас по-прежнему продолжается производство чая. Здесь 5 сезонов сбора чая, здесь достаточно тепло. После этого его сушат на сушильном станке ганзао и снова жарят. Это если так упрощенно описать, потому что в зависимости от того, какой именно материал, какой сорт, какой конкретно обработки хочет достичь в результате производитель, делают это немного по-разному. Но в целом это так. Самая главная стадия — это действительно обжарка. То есть почему и называется чао-ча, потому что она, во-первых, очень долго, то есть 10 часов. А во-вторых, получается очень такой мощный, насыщенный вкус. И при этом в этих улунах можно найти ноты очень традиционных, очень правильно обжаренных гуандунских и уишанских улунов. Что еще очень важно, так как эта технология и вообще этот чай сам по себе, он не имеет какого-то очень широкого распространения по Китаю. То есть, как правило, он употребляется локально здесь, вот на севере Гуандуна, его мало кто знает, и нет у него какого-то широкого прям спроса, и нет у него какого-то там имени, бренда такого всекитайского, то есть про него действительно мало кто знает. И поэтому здесь сохранилось производство в таком практически неизмененном виде, разве что сейчас есть барабаны с электрической подачей и сушилки электрические, а раньше все это было, естественно, более примитивно. Но один из важнейших моментов — это то, что чай здесь полностью обжарится только на дровах. То есть сколько я не смотрел, и в прошлой деревне, где мы были весной, сейчас я смотрю, то есть тут только дрова, поэтому, соответственно, получается очень традиционный вкус у улуна. И после этого я понял, что на самом-то деле красный халат, который сейчас тут на мне символично надет, уже особо, в общем-то, я бы даже сказал, не нужен от слова совсем. Особенно после того, как вы эти чаи попьете, потому что мы продегустировали 9 сортов подряд именно местной традиционной обжарки, вот эти вот самые чао-ча. И противоположность тем, которые мы пили весной, мы были на производстве, где больше занимались такими цинсянистами, то есть они более зеленые, светлые улуны уходят по вкусу. Здесь же абсолютно обратная история, это прям такие пропеченные, мощные, очень насыщенные, очень такие вот прям сильного огня, действительно сильного огня улуны. Чай просто фантастический, обязательно появится у нас в коллекции, причем в таком достаточно широком ассортименте. Можно здесь найти и лао-ча, то есть выдержанные, причем по очень доступной цене, в отличие от каких-то уишанских лао-ча или даже тайваньских или каких-то еще. Можно найти и свежий чай, который тоже сделан по такой же технологии, очень длительной обжарки, с очень плотным, мощным, насыщенным вкусом. В нем есть ноты и пуэров, некоторых таких тонких, высоких, есть и ноты и уишанских улунов, причем самых хороших уишанских улунов. Есть ноты немножечко лао-ча и лао-гуандунцев. То есть вот как бы в нем такой вот комплекс вкусов, ароматов. Но самое главное, когда вы попьете, вы поймете, что вы почувствовали что-то новое, но при этом что-то давно забытое старое. Поэтому это такой отдельный, очень большой класс чая, который, я надеюсь, мы начнем массово популяризовать. Сейчас обжаривается улун шуйсянь. Как можно увидеть по такому сырью полуфабрикату, потому что этот чай еще не дожарен, меньше уделяется внимания, в общем-то, качеству сбора, то есть сбор машинный, больше уделяется времени финальной обработки. Попадаются в чай и черенки, особенно в бюджетном, потому что есть полная линейка как бы чао-ча сортов, но каких-то очень дорогих, прям таких вот премиум чао-ча нету. За исключением, может быть, разве что именно выдержанных, то есть лао-ча, которые тоже, как и в других местах, находятся в очень таком небольшом количестве. Как правило, это может быть там какие-то десятки диней в лучшем случае, а то и там буквально 3-4 дни, что тоже вполне реально. То есть фракция абсолютно не похожа ни на что, то есть это такой вот местами похож немножко на жареный зеленый чай, который иногда в России тоже такой бюджетный заводится под названием зеленый порох, но это совсем не то. Немножко похож на обжаренные белочуни, такие низкосортные тоже. Но внешний вид у него абсолютно не привлекательный, поэтому многие, кто сталкивается с таким чаем, может быть, где-то там на рынках видел, думают, ну какая ерунда. Наверное, сказать, что это какая-то невкусная
тема. Но на самом деле это абсолютно не так. Более того, то, что сейчас я держу в руках, это еще не готовый чай. Готовый чай я сейчас покажу. А вот так вот уже выглядит готовый чао-ча. Чао-ча, что важно, сильного огня, потому что как раз чао-ча, который мы закупали в другой деревне этой весной, он светлого огня. Здесь тоже такое делают, но как раз в этой деревне сохранилось много именно традиционной технологии, и что здорово, потому что в прошлой деревне там действительно было очень мало такого сильного огня чао-ча. Вот так вот выглядит чао-ча готовый, молодой, свежий. Внешне он мало отличается от второго, который я хотел тоже показать. Это уже выдержанный. Единственное, что выдержанный, он немножечко светлеет. Самое главное, что его отличает, пожалуй, это, конечно же, аромат, потому что от него такой прям мощный чэнь-вэй, очень хорошего выдержанного тайваньского улуна. Почему тайваньского? Потому что, во-первых, технологии, которые мигрировали в Тайвань в свое время, мигрировали как раз из этого региона, в том числе, то есть юг Фудзяни, север Гуандуна. Если посмотреть на карту Китая, то Тайвань расположен напротив вообще этого места, и поэтому вкус вот этого лао-ча, который мы как раз вчера дегустировали, это один из лучших образцов конкретно вот у этих фермеров, которого тоже у них не очень много, там что-то там в районе 3 дней, судя по этому пакету я смотрю, совсем небольшой. Именно этот вкус мне очень сильно напомнил улуны с Тайваня из Синьчжу как раз, то есть которые тоже были приготовлены, видимо, где-то 20-30 лет назад по технологии очень схожей на местную технологию. Поэтому такое, знаете, живое ископаемое, можно сказать, было найдено нами в этой деревушке. Я вот именно такого формата улунов не дегустировал вообще, пожалуй, нигде. Вот прямо, чтобы с такой вкусовой нотой, за исключением одного пробничка, который мне удалось найти весной, как раз в той деревне, где мы были впервые, когда были на производстве чао-ча на другом. Практически такого стиля обработки, такого способа сильного прям огня чая не было. После этого мы поискали и нашли еще информацию вот об этой деревне, куда мы сегодня и прибыли в наших поисках. Чай волшебный, вообще невероятный. Он внешне, конечно, тоже так же, как я показывал, полуфабрикат, не очень привлекательный. Здесь и череночки, какие-то жгутики, местами ломаный лист. Все это компенсируется с лихвой, вкусом, ароматом и воздействием, потому что это действительно космический продукт, который, я надеюсь, мы будем всячески продвигать и популяризовать у нас. Основная работа, которой занят технолог на заводе по обжарке чао-ча в производстве, это, собственно, следить за огнем, следить за обжаркой. То есть тут нужно постоянно смотреть за тем, чтобы огонь был на нужном уровне. Это уже знакомо нам по другим заводам, где производят те же шенпуэры или где производят обжаренные чаи, которые обжариваются вручную, где тоже котлы, дрова и так далее. Это любые производства, связанные с зеленым чаем, шенами и разными другими сортами тоже. Здесь же еще важно, что барабан крутится достаточно быстро, и если огня слишком мало, то просто обжарка получается неинтенсивной и приходится удлинять стадию производства. Но тоже, так же, как и с любым живым продуктом и живым огнем, мастер следит просто за фракцией, за состоянием, за влажностью, за всем чая готового и удлиняет, либо сокращает время обжарки, либо увеличивает количество огня, либо его уменьшает. Это такой абсолютно ручной процесс, сильно зависит от сезона сбора, конкретного сорта и от того конкретного результата, который технолог хочет получить. А так устроена комната вот с обратной стороны барабана. Здесь очень большое количество взвеси в воздухе, пыли. Это чайная пыль, потому что обратная сторона барабана, там такая металлическая сетка, которая лопастями, расположенными внутри барабана, постоянно притягивается, прижимает обжаривающийся чайный лист, и таким образом чайная пыль вся отсеивается. Здесь тоже стоит целое ведро этой пыли, которая собирается потом в дальнейшем. Она, видимо, идет на какой-то там полуфабрикат или на что-то еще, либо просто выбрасывается, не знаю точно. Но суть в том, что сейчас здесь абсолютно все вот в этой вот чайной взвеси. Вот, она не идет, естественно, на производство нормального чая. И поэтому в готовом чао-ча там чайной пыли нету вообще. Потому что такая мощная обжарка, она полностью ее исключает, и она вся абсолютно отсеивается в процессе обжарки. Вот соседний барабан, который сейчас не работает, по нему можно увидеть, как устроены эти лопасти. Так что чай постоянно, получается, во-первых, движется внутри барабана и постоянно вот так вот ворошится. То есть он постоянно перемешивается, чтобы не было слишком сильной обжарки, чтобы он не сгорел. И крутится он достаточно быстро. Кроме того, еще надо посмотреть, что барабан не маленький совсем в размере, и загружается сюда единовременно до 200 дзиней, то есть до практически 100 килограмм чая. Поэтому, в общем-то, можно наблюдать, что партия чая — это всегда вот таких вот пара больших мешков, или там 3-4 больших мешка, и это считается, что вот она, один вкус. Если как бы вы хотите сделать больше, то это либо смешивается несколько партий обжарки,
тоже может быть тоже применено вполне. Либо это будет разделяться по им каждому сорту. То есть, что вот сорт вот мы обжарили, по 100 килограмм это максимально. Если уже другие 100 килограмм, то, скорее всего, вкус будет немного отличаться, потому что при таком количестве ручного труда, именно ручного подхода, когда дрова, когда сбор и так далее, то есть какие-то такие нюансы, невозможно сделать абсолютно идентичный вкус, потому что очень много именно нерегулируемых техническими параметрами процессов, которые полностью зависят от тех переменных составляющих, там, будь то там сила огня, будь то влажность воздуха во время сбора, там, конкретный сезон, там, конкретный сорт и так далее. Как правило, всегда от партии к партии чай довольно сильно различается, и всегда у производителей здесь очень большое количество сортов, то есть очень большое разнообразие, очень большой выбор. Вот всегда там, сколько у вас есть этого сорта, ну там есть там 50 килограмм или 100. Никогда не бывает так, чтобы там, сколько у вас есть там этого сорта, но там 5 тонн. То есть это просто таких производств нет. А вот на таком вибростанке происходит сортировка сырья, то есть отбраковка каких-то черенков, там прочих моментов, потому что есть, как я уже говорил, разные градации именно качества. И для некоторых видов чао-ча, например, есть вид чао-ча, который называется данья, то есть только почки. А там, конечно же, сырье сортируется и отбирается только самое качественное. Вот здесь сзади у меня как раз уже такой готовый чай, можно на него посмотреть. Там есть какое-то количество тоже череночков, но уже не так много, и в основном такой мелколистный, он очень похож внешне на гунтин. Мы вчера его дегустировали, очень классный чай. Во время работы с этим станком, конечно, нужна маска, потому что поднимается очень много пыли. Есть везде слой пыли такой, на стенах тоже, но на самом деле это не грязь, это просто чайная пыль. Я уже как-то раз был на сортировочном производстве в Юннане, где как раз тоже обрабатывали шупуэр. И очень похожее там состояние, скажем так, помещения. Все в чайной пыли, много станков, которые вибрационным методом сортируют первоначальное сырье по нескольким градациям. И здесь похожий способ сортировки. И все-таки мы не выдержали и решили еще раз повторить то, что мы сделали вчера ночью, но что мы не снимали на видео. Мы приехали сюда очень поздно, встретились сразу с этими ребятами и начали пить их чай. Балдели мы абсолютно, смогли заснуть с трудом глубокой ночью. Чай на самом деле действительно волшебный. И все-таки мы решили продолжить дегустацию, потому что оказалось, что чая еще много. Как я говорил, сортов у них тут хватает, и мы попросили еще поискать местных, значит, их лао-ча, который мы сейчас и дегустируем. Завариваем мы, конечно, так до сведения зубов крепко. Конечно, можно так заваривать их помягче, но даже сквозь эту крепость чувствуются вкусы, которых я, пожалуй, давненько не чувствовал нигде. Те, кто пробовали уже чао-ча из ассортимента, который мы привозили в мае этого года, мае 2018 года, не знаю, в каком году вы будете смотреть этот ролик, они могут вспомнить вкус такого вот шу. У нас только был такой прям выдержанный немножечко сильного огня чао-ча, а здесь такие абсолютно все, но при этом еще и в них вот нотки лао, нотки каких-то сильных таких гуандунцев, то есть все на свете есть. Мы сейчас, собственно, пьем два шуйсяня. Один, причем дикорастущий шуйсянь, а другой шуйсянь плантационный. Здесь вообще очень много шуйсяней, как я уже говорил, и фошоу, и всяческих сортов, и лунов, прежде всего. Но вот который дикорастущий, мне прям особо как-то вошел. Есть его количество вот такого. Вот это все, что есть. И я думаю, что это тоже прибавится к нашей коллекции редких чаев. Но что особо ценно, то что здесь есть чай массовый, как раз который мы сейчас наблюдали в процессе обжарки. Настолько радуюсь, что я даже заговариваюсь, уже даже не понимаю, надо ли вообще что-либо говорить. Что я точно абсолютно понял, что красный халат нам не нужен. Нас тут угостили такой штукой, которая называется чао-джоу тэчан, то есть чао-джоуская особенность, чао-джоуская такая изюминка. Называется она фошоу лао хуан. Фошоу лао сян хуан, то есть не такая штуковина. Это такой здоровый, в общем-то, видимо, в чем-то промасленный, даже не знаю, в каком-то сахаре, замоченный в какой-то сахарной штуке, фошоу, фрукт. Как именно его делают, судя по всему, вываривают в какой-то сахарной истории, так что у него такой консистенции черного, даже не знаю, какого-то месива. По вкусу действительно там есть ощущение от фошоу, от какой-то сладости, такая терпчинка сильная, подвязывающая. Но самое интересное, есть это практически невозможно, но вместе с этим чаем это просто идеально. То есть она супер приторная, супер вяжущая такая штука, которая вместе с крепчайшим, вот просто нефтяным
местным чао-ча, это космически вкусно. Можно очень быстро человека заставить пить этот чай, просто даешь ему съесть эту вещь, и после этого он хочется выпить литр этого чая. Либо наоборот, если он не хочет это есть, надо выпить чай, ему точно хочется его заесть вот этим. Так что это точно абсолютно дополнительный элемент. К сожалению, мы такое, конечно, привезти в Россию не можем, потому что это надо отдельно сертифицировать как продукт питания, причем непонятно даже как это, потому что что это такое, даже местные спрашивают, как вы это делаете, говорят, ну это мы там купили в другой деревне. Они там как-то делают. В общем, как-то делают они вот это из фушоу. И это как-то очень круто вместе с этим чаем. Решили прогуляться по плантациям, наша классическая прогулка обзорная. А на самом деле всегда она хоть и достаточно однообразно выглядит, но это только для непрофессионального взгляда. На самом деле для профессионального тоже бывает однообразно выглядит. Но мне лично очень нравится гулять по чайным садам, поэтому здесь мы тоже погуляем. Здесь выращивается огромное количество разных сортов. До этого мы проезжали плантации, там выращивался Хуандингуй, Мэйджань, многие другие сорта, там улунов. А здесь конкретно плантация зеленого чая. И интересно то, что здесь разделяют зеленый чай на два сорта. Один называется Хунсин, то есть у него такие вот красноватые почки, они даже внешне отличаются. Другой называется Байсин, он прям такой светло-нежно-зелененький. Побег у него гораздо, естественно, меньше, чем у улуна, то есть такой классический побег зеленого чая. И что тоже интересно, его здесь делают не только весной, не только летом, не только осенью, его тоже делают 5-6 раз в году. То есть сейчас буквально здесь побеги уже вот готовы к сбору, скоро здесь тоже будут собирать и делать зеленый чай. Мы такой зеленый чай в свое время привозили, тоже отсюда, из Мэйчжоу, это был у нас назывался Мэйчжоу Люйча, по-моему, если не ошибаюсь, тоже многие его спрашивали. Он делался причем из даньцунов, а здесь он делается из другого сорта, который как раз тоже называется просто Люйча, но вот разделяют его на две категории. Но также можно делать его и из улунов тоже. Я думаю, сейчас просто немножко не сезон, мы все-таки лучше, если зеленый чай, будем брать его, наверное, весной, а сейчас осенний, я думаю, все-таки лучше именно больше делать упор на чао-ча, поэтому сейчас мы его не закупаем, но контакты производителей, естественно, взяли и будем держать уже руку на пульсе, чтобы весной у нас появился еще и зеленый чай отсюда. Буквально рядом с плантацией зеленого чая уже находится плантация улунов, из которых как раз делают чао-ча, жареные улуны. Здесь у нас находится сорт Хуандингуй, всем известный, который также растет, в общем-то, и в Фудзяне, везде практически, где только не растет. И сорт Мэйджань, который тоже где только не растет, и что только из него не делают. То есть Мэйджань я наблюдал, пожалуй, чуть ли не во всех провинциях Китая, в самых разных, скажем так, амплуа. Делали из него и зеленый, и красный чай, и, естественно, улуны, светлые, темные и так далее. Здесь делают чао-ча. И вообще, конкретно из Мэйджани, как правило, из-за того, что он очень ароматный, получается такой вот именно тиньсян чао-ча, который мы, кстати, уже привозили, и который уже многие оценили и дегустировали. Он, можно сказать, считается таким достаточно высокогрейдовым среди светлой ферментации чао-ча, не сильной обжарки. Именно здесь, в этой деревне, мы его не закупали по той причине, что здесь нам было более интересно найти именно такие мощные вкусы с долгой обжарки, большого огня. Чаи Мэйджань, из сорта Мэйджань, такие чаи не очень хорошо получаются. А что же касается Хуандингуя, то как раз с ним история обратная. И него можно делать и слабой обжарки, и сильного огня, и то получается вполне себе неплохо. Но больше всего, конечно, подходит под сильный огонь сорт Шуйсян и некоторые другие.